Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина. Я таролог, магистр психологии, просто женщина и человек. Если ваша жизненная ситуация требует совета, вы соскучились по-доброму, но честному слову поддержки, поздравляю, вы попали на нужный канал. Я всем этим щедро на нем делюсь. Твое зазеркалье. Кто наблюдает за тобой из тени и чего он ждет? За тобой следят прямо сейчас. Давай узнаем с тобой, кто этот человек. И ждет он твоего провала или твоего первого шага. Готова встретиться со своим тайным наблюдателем? Давайте посмотрим зазеркалье вместе. Вы замечали когда-нибудь, что телефон в руке иногда становится теплым, как будто его нагрел чей-то чужой взгляд? Или внезапно по коже пробегает холодок, хотя в комнате тепло? Добро пожаловать в ваше зазеркалье. Сегодня мы узнаем, кто устроил там наблюдательный пункт. Есть человек, который живет в тени. Он ждет момента, когда ты станешь максимально уязвимой. Кто этот человек? Кем он для вас является? Угрозой? Или может это ваш ангел-хранитель? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Сразу белая ворона. Женщина, которая признает свою инаковость. Может, видение мира, восприятие мира. Так, какая вы? Может, на взаимоотношения, может быть, между людьми, в принципе, между мужчиной и женщиной смотрите вот как-то по-другому, по-иному. Повторюсь, свое видение. При этом, скорее всего, уже осознаете, в чем эта инаковость. Может, с детства, да? Может, хобби какие-то, увлечения чем-либо. При этом показано, вы строите планы. Может, планы на всю свою последующую жизнь. Может быть, планы это связаны опять-таки со своей реализацией, с этой инаковостью, может, с выбором партнера, опять-таки. Понимаете, что вам не любой партнер может подойти, вот какой-то там своеобразный, особенный. Да, вот какие-то планы вы тут строите уже. Это не просто фантазия, это уже реально какие-то шажочки. У кого-то вы хотите, опять-таки, свой потенциал реализовать, свои какие-то фантазии, мечты. Так, дьявол тут у меня. Неустойчивое положение, агрессия. Какие-то карты такие, надо докладывать. Дьявол на вас. В чем это дьявол? Ой, дьявол вышел. Конечно, проще всего мне было бы это прочесть как, знаете, женщина манкая, сексуальная, привлекательная, женщина-загадка для очень многих. Но тут я уточнила, как-то тут род, семья, дьявол, не могу понять. Скорее всего, можете увлекаться какими-то личностями. Они для вас, знаете, то, что для вас тайное, непонятное, оно наиболее привлекает. Ну, наверное, не только для вас, но вот в данном случае. Скорее всего, влюблены, влюбляетесь. Желание карта род, семья может создать семью с такими мужчинами у кого-то. Как-то не могу понять, тут о чем род, это о чем. Ага. Вам нравятся, скорее всего, привлекают вас, вам нравятся мужчины, в большей степени, наверное, да, мужчины, с которыми не скучно, да. Тут у кого-то из женщин созависимые отношения по дьяволу, все-таки это род, семья, у кого-то отношения, или опять-таки влюбляетесь в мужчин, которые ведут как игру какую-то. Может, и вы вовлекаетесь, потом становитесь вовлечены в эту игру. Карта марионетка. У кого-то прям желание такое, знаете, влюбляетесь в очень непростых мужчин,
да, каких-то, может быть, а-ля плохой мальчик, да, но тут даже не сколько это, сколько мужчины, с которыми тихая совместная там жизнь, как тихая гавань, это несовместимо. Вам, скорее всего, с такими мужчинами, вот каких вы выбираете, вам с ними интересно, будоражит, но при этом почти всегда неизменно, да, тут получается как марионетка. Вы становитесь как, ой, марионеточка, чувствуете себя не женщина, которая у этого мужчины там на первом месте, на пьедестале, любимая, обожаемая, а скорее вам приходится бороться за это место под солнцем, за то, чтобы для этого мужчины быть интересной, как минимум. Даже тут не история о том, что любимая единственная, а то, скорее всего, вам интересно завоевывать мужчину, этот интерес какой-то вызывать. Вот какая-то игра тут, вот что-то мне такое идет. Хотя сама по себе яркая, привлекательная. Тут как будто бы те мужчины, которые на вас обращают внимание, они вам кажутся, может быть, скучными, какими-то пресными, и взаимоотношения с ними вообще вас не вдохновляют и не будоражат. А выбор партнеров тут такой своеобразный. Так, карта. Ну вот как будто бы постоянно пытаетесь, вот у вас картинка какая-то в голове есть, вот видение взаимоотношений, любовная сфера, да, вот тут карта вода, это эмоции, любовь, и карта звезда, как будто бы вот какой-то есть такой образ, да, вот в голове, в любовной истории, и вы пытаетесь к ней приблизиться, но это все равно остается по карте звезда как мечта какая-то. Может, это настолько как-то идеальная картинка, но скорее тут даже не в идеальном, а тут какое-то как несоответствие того, что вы там себе намечтали, и тех мужчин, которые вы выбираете, они как будто бы в принципе априори вам не могут это дать, они другие, из другого теста. Ну вот так. Поэтому вот тут, повторюсь, еще какая-то закономерность, что ваша карта тут вышла следующая, неустойчивое положение. Вы сидите на жердочке, рядом какие-то тут вороны, в любой момент вы можете свалиться с этой жердочки. Но вот по этим картам я вижу, что отчасти вы сами и создаете эти прецеденты, сами и попадаете в это неустойчивое положение. То есть это выбор вашего окружения. Вы сами выбираете этих мужчин, которые рядышком с вами находятся. За вас же никто их не выбирает. То же самое касается, может быть, каких-то рабочих взаимоотношений с подругами, близкие. Будто бы вы отчасти сами таких людей к себе приближаете, а потом можете, не говорю там страдать, но тут агрессировать, злиться на саму себя или на этих людей. А с другими вам как будто бы, может, кажется не по пути. Или опять-таки, как будто скучно, неинтересно. Это может быть даже касаться подруг каких-то, да, вот вы понимаете, там, может быть, уже там не раз вас кто-то подставлял, или такие вопросики у вас по поводу этой подруги большие, но все равно вы, может, не рвете с ней, вам с ней интересно. Вот такое тоже может быть. Я просто вижу как закономерность, что каждый из нас своими поступками строит свою судьбу, а тут вот прям вот как закономерность. Ваше окружение приближаете, кого-то, опять-таки, может быть, близко к себе подпускаете, и вот как фатально, как выстраиваете свою судьбу с этими людьми, потом разочаровываетесь. Карта разбитое сердце. Тут прям какой-то алгоритм, прям действий. И мне кажется, вы должны это сами для себя проработать, осознать, по крайней мере, и хоть по маленькому шажочку как-то менять это все, менять, может быть, начинать элементарно, может быть, даже в вашем окружении есть люди, которые вам не раз причиняли эту боль, а вы никак не можете просто хотя бы их игнорировать, прощаете, в общем, даете шансы. Тут вот все об этом как-то. И тут как замкнутый круг. Вы рядом с такими людьми чувствуете себя уязвимой, рядышком с такими людьми вы чувствуете себя вот тут неуверенно, да, вот. Но опять-таки, даже то, что вы их от себя, скажем так, не отваживаете, правильно, есть такое слово, даете им шансы, это лишний раз подчеркивает вот это ваше уязвимое положение. Вы увереннее себя не чувствуете.
как-то так. Подпишись на канал и поставь лайк. Зазеркалье. Кто наблюдает за тобой из тени и чего он ждет? Кто за вами наблюдает? Чего этот человек ждет? Кто наблюдает за вами? Чего он ждет? Кто наблюдает, чего ждет? Кто наблюдает, чего ждет? Кто наблюдает за вами, чего ждет этот человек? Кто наблюдает, чего ждет? Так, смотрим, да? Кто наблюдает за вами, да, из тени? Ух ты, женщина за вами наблюдает. Женщина, которая увлекается, ух ты, ё-моё, эзотерикой, ведьма ведающая. Рядом карта проклятия. Ничего ж себе, карты какие. Кольцо. Очень хороший манипулятор. Женщина, которая умеет погружать в иллюзии, когда нужно использовать какие-то, знаете, якоря, да, это называется в психологии. Тут моменты какие-то, вот, тонко подмечать ваши уязвимые места, да, вашу ахиллесову пяту. Там у кого-то это родственные там, взаимоотношения, да, может быть отношения к более старшему какому-то поколению. Я имею в виду, она понимает, допустим, для вас авторитет там мамы, папы, да, вот для вас это имеет огромное значение. Она сделает на этом акцент. У кого-то там ваша ахиллесовая пята, это чувство вины, там она его будет раздувать. У кого-то это сыграет на вашем, там, не знаю, самолюбии. Тут вот такое какое-то, какая-то такая вот манипуляторша. Так, женщина. Сейчас я уточню, кто она для вас. Господи, откуда она вообще взялась? Очень яркая, привлекательная. По карте принцесса обладает множеством достоинств на самом деле. При этом тут и увлекается, тут может быть практик даже, я повторюсь, эзотерика, тут таро. И в ней сила есть. Угу. Другое дело, может быть, она не особо счастлива в личной жизни. Знаете, как люди, которые платят так называемую цену за свой дар. У многих карта проклятия, карта кольцо и род. Может быть, много раз выходит замуж или пытается создать семью, и постоянно какие-то у нее форс-мажоры в плане семья с детками может не складываться. При этом, повторюсь, манипулятор, психолог хороший. Владеет прям, я не знаю, уже НЛП техниками, но тут, может, от природы, да, дар такой. Может быть, передается, как это, род, вот, по крови передается что-то такое, дар даже какой-то, насколько просто он у кого раскрыт. За вами кто-то такой наблюдает. Так, прям интересно, такая интересная женщина. Это кто? Это ваш кто-то? Это ваш кто-то родной? Ну, нет, не родной. Давайте как это? Прям родственник, да? Это ваша родственница какая-то? Нет, скорее. Разбитое сердце, нет. Это ваша подруга? Нет, это ваша родственница. Нет, это ваша родственница. Нет, это ваша подруга? 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 Нет, это ваша подруга?
Нет. Да что же за такое? Коллега по работе? Эволюция. Девочки, это может быть человек, который не именно у вас коллега по работе, а вы соприкасались как-то, ваши интересы пересекаются, эволюция. Или в будущем даже, это как эволюция, я могу считать, вы в будущем можете с этим человеком встретиться, и может быть у вас там общие какие-то проекты, творчество, бизнес-проект. Вот тут все об этом. Мне такое, как будто бы этот человек за вами наблюдает, вы ему интересны. Это, ну, это не ваша близкая подруга, сразу говорю. И это не ваш, ну, родной, там, прям близкий человек. И вот прям если у кого-то стандартные рабочие там взаимоотношения, это не на вашей работе. Странно, эта женщина вот как будто бы вас видит, она заметила вас, но она при этом же держится в тени. Угу, очень интересно. Привлекательная, ресурсная по карте принцесса. Может все свои ресурсы использовать как во благо, так и нет. Вот сильный у нее потенциал, тут огромный потенциал у нее. Манипулятор озвучила, изучает, может, не обязательно вас. Сейчас о вас я там буду спрашивать, да, с какой целью она за вами наблюдает. А тут уже как будто бы, девочки, такой, как будто бы вы ей интересны, она вас рассматривает, изучает, да. Так, повторюсь, мастерски владеет всеми такими какими-то тут приемами, погружать может в иллюзии, может использовать тут карта письма, это информация какая-то, может долго, тщательно собирать информацию о каком-то человеке, да, потом прям какие-то службы, да, спецслужбы, потом устроить провокацию, вызвать реакцию, которую ей нужно. Если эта реакция вам, она, ваша же реакция и навредит, да, вот может быть какая-то реакция, вы проявляетесь в моменте, на провокацию реагируете, а потом думаете, боже мой, ну зачем я так отреагировал, от этого одни проблемы. Но это как будто вы не смогли это спрогнозировать, свою реакцию. А тут дальше карта единства. Человек может вот эту вашу реакцию использовать для того, чтобы вас привлечь, для того, чтобы заставить вас вовлечься в какую-то игру, по ее правилам играть. Хотя вы сами даже до конца не сможете в моменте понять, что это все как спрогнозировано. Как будто бы, тут я понимаю, что похоже на теорию заговора, то, о чем я говорю. Ну тут прям такие карты, девочки. Тут человек как будто бы изучает вас, думает, как может быть вас к чему-то привлечь. Где-то вы можете быть полезны, интересны. Более того, тут как-то так человек, это все, не обязательно это с вами, это в данном случае это вообще как она себя ведет. Она как будто бы использует эмоции. Вот в данном случае, допустим, есть женщина, да, она как-то эмоционирует и вовлекается, и потом против нее же эти эмоции могут и сработать. Тут как-то так. И она в полной уверенности, что это она там принимает решение, выбирает какой-то путь, да, выбирает сотрудничество. Хотя за нее тут уже все решили и просчитали все ее эмоции. Вот тут вот человек вот так ведет, вот выстраивает так взаимоотношения. Да, такая очень сильная. Вот за вами такая женщина следит прямо сейчас. Как-то вы попали в ее поле зрения. Так, давайте посмотрим, с какой целью. Прям интересно. Интрига. О чем это? Какой-то принц у меня тут вышел. Если она у меня выходила принцесса, это принц. Это что значит? Приворот. Ух ты мой, тут такие карты. Опять разбитое зелье. Зелье, разбитое сердце. Сердце старейшины. Девочки, у кого-то элементарно, я тут прям уже себе напридумывала, тут, не знаю, какую-то мистическую такую историю.
Но тут у кого-то банально, элементарно выйдет мужчина, который у кого-то это ее мужчина. Она принцесса, он принц. Этот мужчина вполне возможно обратил на вас внимание или где-то, может быть, даже в разговоре прозвучало его, может быть, интерес в отношении вас. Тут может быть элементарная ревность. Она может считывать вас, тут вот под низом принц и карта любовницы. Если она, ну, знаете, бывает так прям ревность патологическая, она может идти строить отношения, знаете, как с перспективой. Она уже подозревает тут каждую вторую, третью в том, что она может стать там любовницей или угрозу представлять. Вот тут вот такое может даже проиграться. Вот первой картой об этом, так как вот эта карта тоже она характеризует тут супружеская чета, да, и тут любовница перед ними. И мужчина отрекается публично от этой любовницы. У кого-то прям эта женщина, она боится этого мужчину потерять. Прям так вот, да. Может, изучает вас, ну, подозревает или пытается просчитать, насколько вы можете быть даже в перспективе опасны для нее как соперница. Так, опять-таки. Так. Тут, кстати, эта женщина, она может узнавать о вас, узнавать о том, там даже вот там встречаетесь вы с кем-то, есть ли у вас там постоянный партнер, насколько у вас там запрос есть на новые взаимоотношения или в принципе там, может быть, даже интересуется, можете ли вы где-то пересечься с этим вот этим самым принцем. Но если бы его не было, я тут по-другому бы это все как бы развивала, эту всю историю. Мужчина, кстати, не свободен 100%. Тут у кого-то вообще может проиграться ситуация, мужчина не свободен, но он не ее мужчина. Она на него, может, глаз положила и вас считывает как соперницу. И тут, в принципе, просчитывает, насколько он может быть уязвим, да? Так. Фатальный приворот зелья. У кого-то, ну вот эти карты я тоже не могу игнорировать, она вас считывает как сильную соперницу, и она вас заранее уже, знаете, лучше, вот такая вот, какое-то у нее мышление у нее такое, лучше она вас подумает хуже, чем вы есть, дабы потом не раскаиваться в том, что она вас типа недооценила. Поэтому тут мысли о вас, она считает, что вы можете тут как-то свою жизнь устраивать, пытаться устроить, да, при помощи карта приворот, карта зелье, разбитое сердце. Почему-то ей кажется, что при желании вы могли бы тут использовать какие-то прям тут такие моменты магические, да, вот приворот, зелье, и это по-другому никак, фатально. Для чего? Для того, чтобы этого мужчину себе забрать. Ну, как-то так. Так, рука помощи, противоядие, сплетни, сердце, старейшина. Но тут как-то 50 на 50. С одной стороны, она вот думает о том, как бы вас не просмотреть, дабы потом не раскаиваться, да, что все упустила, не досмотрела. С другой стороны, она, кстати, может даже думать о том, как с вами сблизиться. Может быть, даже тут рука помощи, противоядие. Тут о том, что она не готова еще пока как бы вам особо вредить. Она как будто к вам присматривается. Может, думает, чем-то она вам может быть полезна, вы чем-то можете быть полезны. Но при этом карта сплетни, она как будто бы постоянно о вас собирает какие-то сплетни, и это интересно. Угу. Так, чего она за вами следит? Карта сердца, сплетни. По поводу вашей личной жизни сплетни. Старейшина. О чем?
как будто бы до конца она все-таки не уверена в том, насколько, допустим, вам интересен там, если у вас есть постоянный мужчина, насколько вам интересен другой мужчина. То есть как будто бы какой-то как качели какие-то. С одной стороны, она понимает, может быть, и считывает интерес какого-то мужчину в вашу сторону. Если она увлекается эзотерикой, если Таро, то вполне возможно, даже на Таро она просматривает. Может быть, даже она его интерес в сторону вас уловила, считала. Но это тоже из этой серии. Я понимаю, это на паранойю на какую-то похоже, но тут такая странная очень дамочка. Я не могу сказать, что тут прям в отношении вас как-то очень агрессивно настроена. Тут, скорее всего, она ищет этих потенциальных, знаете, и убирает чисто, может, энергетически, да, конкуренток, расчищает себе путь, дорогу к этому мужчине. Какие-то тут сплетни по поводу вас она посчитала интересными. Так, показания. Пока как будто бы она не видит с вашей стороны проявлений в сторону этого мужчины. Но тут вот, повторюсь, тут основной такой посыл, что, девочки, аккуратнее. Если вы в сторону какого-то мужчины будете проявляться, это не ваш мужчина, это какой-то мужчина, у кого-то это, может, коллега по работе, у кого-то это, в принципе, какой-то мужчина, вы с ним пересекаетесь. Тут она за ним наблюдает, и она не собирается его ни с кем делить. Не факт, что он пока ей принадлежит. Тут вот такое вот. Вот основное такое. Так. Она опасна. Третье лицо, да, чё для вас? Ну, опасна она или нет, если вы не будете, допустим, пытаться, вот тут третье лицо, в какую-то, тут уже он не свободен. Если вы не будете проявляться в его сторону, то не опасно. А если будете, то разбитое сердце. Как будто бы просто так она его и не отпустит, и не даст возможности быть с ним. Максимально постарается унизить и следит постоянно. Судя по всему, она как на нем чуть-чуть как зациклена, да, это я ласково сказала. Эта женщина на нем зациклена. У нее какие-то планы на него. У кого-то материальное даже. Может быть, она, ну, хотела бы как минимум быть его, как минимум, там, любимой женщиной, любовницей. У кого-то планы, она хотела бы стать его законной супругой. Карта ценность. Он для нее ценен не просто в плане даже любовной сферы, а в принципе какая-то у него выгода. Вот. Не хотелось бы ей его потерять. Вот так вот. Так что сегодня банальная история о слежке, как за вами, как за конкурентоспособной соперницей. Человек перестраховывается. И идет как на предупреждение, да? Не хотела бы потом как локти кусать. Но пока она находится в такой выжидательной позиции, просто максимально вас изучает. Может, даже изучает ваши проявления, наблюдает за вами. И уже это длительное время, девочки. И готова, если вы будете как-то действительно в сторону этого мужчины там активизируетесь, тут карта наказания, готова сразу действовать. Ну, я вас предупредила, мои хорошие. Для кого-то вы тут угрозы. Поздравляю, наверное. Для кого-то это будет, наверное, как плюс самоценность, да, если вам это нужно. Вас воспринимают привлекательной, конкурентоспособной. А для кого-то это просто история такая, вы думаете, бог ты мой, да и мне 100 лет в обед не надо, я и так живу прекрасно. Улыбнула вас, наверное, кому-то. Все, мой хороший, такой расклад. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.